Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня с вами будем изучать обработку файлов в Python. Для работы с файлами в Python есть встроенная функция, которая называется Open. Что она делает? Она принимает в себя название файла, обязательный аргумент. Я уже создал для этого тестовый файлик, test.txt, напишем файлик. И есть еще необязательный аргумент, это, так сказать, режимы. Сейчас мы начнем с самого простого. Я вот создал тестовый файлик, напишу сюда так, тест файл, вот так вот название, то есть текст сюда напишу, допустим, 2 строки, текст. Так, line 2, к примеру, ладно, line 1 напишу, так, и еще создам line 3. Так, тест файл, так будет у меня. Для того, чтобы прочитать какой-то текст из файла, нужно использовать метод read. Сейчас мы его продемонстрируем. Я взял тест read. Так. Вот, видите, у нас прочитались строки из файла. У этого файла, как я сказал, есть режимы. Вот я написал список режимов. Первый идет ключ. Это чтение, открытие по умолчанию. Есть буковка R. Есть W, X. По умолчанию у нас идет T и R. Файл читается. Если мы, допустим, никакой ключ не указываем вот сюда, вторым аргументом, то у нас файл читается в текстовом режиме. Если мы захотим, к примеру, прочитать и переписать файл, чтобы мы могли в него писать, нужно использовать плюсик. Сейчас я вам продемонстрирую все. Также метод read может принимать аргумент название символов. К примеру, я передам двоечку. И видите, у нас только два символа прочиталось из файла. К примеру, я могу передать 4. И у нас напишется тест просто. Вот, видите, тест. Для того, чтобы писать файл, нужно использовать метод write. К примеру, вот такой вот, так он называется. И сюда нужно передавать строку. К примеру, тест string напишу. Тест string просто будет так называться она. И сюда пишу строку. Сейчас у нас выдаст ошибка, потому что я не указал ключ вторым аргументом. Для того, чтобы нам написать файл, нужно указать ключ R+. И все. Я вывожу только 4 символа первых. Если мы посмотрим на файлик, то мы видим то, что у нас прибавилась тест string. Строка вот дополнительная. Я могу, к примеру, еще раз нажать, и у нас еще одна строка появится. Для того, чтобы сделать перенос строки, мы должны указать символ переноса строки. Символ переноса строки это n, /n. И также я сейчас буду вводить все строки. Весь текст буду читать из файла. Вот видите, я прочитал весь текст из файла. Также мы можем захотеть, к примеру, туда в файлик. Также забыл сказать, для правильного работы с файлом, файлы нужно закрывать, чтобы не было никаких ошибок в дальнейшем в программе. Для того, чтобы закрыть файл, нужно использовать метод close. Также мы можем сюда не только текст, к примеру, мы захотим список написать, к примеру, будет у меня лист, какой-то список значений, любой. Я могу сделать следующим образом, могу вот этот список, допустим, line in list, таким образом прочитать и записать его в файлик. Буду писать, к примеру, line с переносом строки. Сейчас мы, к примеру, очистим файлик. Все, у нас файлик пустой. Теперь что здесь будет происходить? У нас будет сначала писаться тест string строка, переноситься, будет перенос строки происходить, потом будет выводиться файлик. И дальше мы будем опять писать туда линии новые. И, допустим, сделаем чтение файла чуть ниже. Вот так. У меня тут выскочила ошибка, потому что у меня есть символы с типом данных число. Для того, чтобы нам превратить их в строку, нужно использовать функцию string. Так. Вот видите, у нас написались файлики. Так, тут выпала пустая ошибка, то есть пустая
строка у нас появилась, потому что у нас сначала прочитался файл пустой, а потом мы в него записали, потом только закрылся. Для того, чтобы нам сразу прочитать изменения, нужно будет еще раз открыть файлик и все. К примеру, вот так вот открыть его и все. Так, я это уберу. Так. Это вот основные методы для работы с файлом. Есть разные, конечно, у них режимы еще. Тут несколько видов режимов. Также файл мы можем прочитать следующим образом. Мы можем использовать вот такую инструкцию. Вот этот вот файлик можем прочитать следующим образом. Для этого я, допустим, закомментирую все. Вот открываю файлик. Ой, данные из файла можем прочитать. Пишу print. Вот закрытие оставлю. Вот это сюда перенесу. И вот видите, можно еще прочитать данные из файла, используя просто звездочку. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Пока.